Добрый день. Меня зовут Андрей Стапинос, и это мое ток-шоу «Кусочек правды». И сегодня у меня в гостях военный журналист, писатель, а также предатель Родины и оболваненный безмозглый мужик. Аркадий Бабченко. Добрый день, Аркадий. Добрый день. Приятно вас видеть здесь. Взаимно. Пожалуйста. Аркадий Бабченко родился в Москве. Журналист, военный корреспондент, писатель. Обладатель ряда престижных премий в области журналистики и литературы. Один из лучших авторов современной военной прозы. Прошел 2 чеченские кампании. В 2000 году занялся журналистикой. В качестве военкора освещал события в Грузии и на востоке Украины. В 2017 году покинул Россию. В данный момент проживает в Украине. Аркадий, начнем сначала, опять же, словосочетание «русский мир». Что это для вас означает? Для меня русский мир означает война. Вот все, куда приходит русский мир, всегда оборачивается войной. Да? Что Чечня, что Грузия, что теперь Украина. Это постоянные танки, постоянная война. Вот это теперь русский мир. Никакой другой ассоциации он у меня больше не вызывает. Это было всегда или это появилось когда-то? Я думаю, что это было всегда. Потому что чем больше мне вот в последнее время нравится изучать историю, читать историю, я так смотрю, что эта страна никогда не была другой. Да? В России от формы правления не меняется ничего. Может быть татаро-монгольская ига, может быть царизм, может быть большевизм, может быть сейчас путинизм. И эта страна всегда заточена на одно. Рабские крепостные отправляются куда-то за 3 моря защищать свою родину где-то там в Сирии, да? Где Сирия, где Россия, но они туда едут зачем-то там убивать, зачем-то там умирать, да? Мне кажется, эта территория такова, что она просто-напросто уже нереформируема. Я вот как-то попытался почитать. После Второй мировой войны Россия участвовала, если я не ошибаюсь, в 36 конфликтах. В 36. Ни один из них не был оборонительным. Все они были захватнические где-то там, начиная там от Йемена, Анголы, Вьетнама, Афганистана и заканчивая сейчас вот Украиной. Ну, Аркадий, я сейчас в смятении, потому что примерно 3 недели назад здесь, в Вильнюсе, вот в километре отсюда, Филипп Киркоров сказал: проголосовать за сильного президента и за очень красивую страну, гостеприимную, которая никому никогда зла не желала и первой ни на кого никогда не нападала. Так кому теперь верить? Вот скажите мне, литовцы, вот приезжают, Киркорову верить или вам? А зачем вы их сюда пускаете вообще? Это очень хороший вопрос. На какой черт они вам здесь нужны, эти пропагандисты, эти подписанты за Кремнаш, все эти деятели культуры, которые лижут жопу Путину, лижут жопу этой власти? Мне кажется, давно пора понять, да, вот мы сейчас на форуме говорили про гибридную войну, пропаганда на данный момент, на мой взгляд, сейчас один из самых сильных инструментов гибридной войны. И мне где-то в интернете попалась фраза, что если бы Геббельс работал на российском телевидении, он бы сейчас разносил кофе. Да? Потому что даже в Германии такого не было, даже в Советском Союзе такого не было. Я думаю, что это впервые вообще в истории человечества такое используется. Да? В 2014 году я был еще в России. И я помню, когда вот захватили Крым, я видел, как страна сходит с ума. Вот в школе мы все изучали 1939 год, да, Германия, приход фашистов к власти. И мне всегда было непонятно, как целая страна может сойти с ума, как целая страна может дойти до мысли, что сжигать людей в печах и потом их пеплом удобрять поля — это нормально, да? И вот я это видел в прямом эфире. Да? То есть у людей просто падает на глаза, опускается какая-то шторка, человек как будто находится под наркотой, и с ним невозможно разговаривать. Константин Львович Эрнст, и Добродеев, и кто там еще, и Габрилянов, и Первый канал, и Россия, и там Life News, и все, они свои деньги получают не зря. Они свои деньги отрабатывают. И это попадает, минуя логические центры, попадает прямо в мозжечок, эта пропаганда, и она действительно работает, действительно действует. Нафиг они вам тут нужны? Да не пускайте вы их сюда, к чертям собачьим. То, что Украина делает, всем деятелям российской культуры закрыть чертям собачьим вес, пока ты не докажешь, что ты нормальный, адекватный человек. Мне кажется, вообще всему миру пора это понять, и всему миру перестать с ними общаться просто. Ну вы понимаете, Аркадий, вот концерты-то на Full House идут здесь. Вильнюс, в Каунасе даже дополнительный концерт Филя дал.
Тогда смотрите, что Деньги. получается. Тогда получается, что Литва спонсирует терроризм. Это же деньги идут куда? Эти деньги идут в Россию, потом они из его налогов идут на оплату топлива в Донбассе. Логическая цепочка, если продолжать. Да. Очень у нас интересно, мы, например, Газманова не пускаем, но вот Филя Киркоров это окей. И другие такие противоречия. Ладно, вообще про контроверсию. Одна из самых больших контроверсий в вашей жизни была, наверное, эта запись в Фейсбуке. Я говорю про социальную контроверсию, конечно, не про настоящие войны, про крушение Ту-154. Одна короткая цитата, кто, может, не помнит. «Если у меня сочувствия нет, чувство у меня только одно – плевать». То же самое думаете 2 года спустя? Нет, пожалуй, уже нет. Мне, наверное, не столько плевать, потому что тогда-то я, наверное, все-таки я тогда еще жил в России, да, и все-таки, ну как ни крути, да, ну там на какой-то в минимальной части, в минимальной уже совсем, но как-то я с той страной себя все-таки еще ассоциировал. Сейчас я себя с Россией не ассоциирую уже совершенно никак, и на этих людей мне уже не плевать, эти люди мои враги. Это люди в российской военной форме, в той самой форме, в которой люди в этой же форме захватывают часть Украины, аннексировали Крым, и сейчас они летели петь и плясать перед такими же людьми в военной форме, которые что-то там, которые бомбят мирное население, не разбираясь, да, они бомбят не разбираясь, им вообще плевать, бомбят в Сирии. И эти люди мои враги. То есть мне не то, что плевать, и мне нет ни злорадства, знаете, ни радости, ничего. Я просто понимаю, что эти люди мои враги. Аркадий, а какое чувство, когда вот вы говорите, меня с моей родиной, со страной, в которой родился, ничто не связывает? Больше ничто. Но это же не сразу появилось. Человек-то не рождается национал-предателем сразу. Да? У меня это все... Никто лучше России не может воспитывать русофобов, да, антироссийски настроенных людей. Вот меня это... Внутри вы имеете в виду? Внутри, конечно. Меня эта страна к тем мыслям, которые приходят ко мне в голову сейчас, она меня вела 20 лет, да, потому что 18 лет я попал на войну в Чечню солдатом. Потом в 23 года я поехал туда, в Чечню, уже по контракту добровольцем. И в 23 года я начал думать, да, но вернулся оттуда. Я уже тогда понимал, что все это преступление, да, что все это преступная война. Но черт возьми, это же моя страна, это же моя армия, да, это какие-то пацаны, мальчишки, с которыми мы воевали. Про триколор не было. Ну, это вот мои люди, мои ребята, с которыми мы сидели в одном окопе. Потом случается Грузия, да? Ну, один раз можно совершить ошибку, ну, второй раз можно совершить ошибку. Но когда ты третий раз совершаешь ту же самую ошибку, наступаешь на те же самые грабли, ты понимаешь, что это не ошибка, это система. Потом случается Грузия. Из Грузии я вернулся уже, ну, в общем-то, я уже тогда был, я к этой власти вообще был в оппозиции, я ее не воспринимал, да? Но из Грузии я вернулся уже таким категорически оппозиционно настроенным человеком. А после нападения на Украину все, меня с этой страной я не ассоциирую никак, и меня с ней ничего не связывает. И более того, я ей, в общем-то, благодарен. Она назвала меня национал-предателем, она меня выперла из себя, и за это я ей готов, в общем-то, даже сказать спасибо. Даже так? Даже так, да. Аркадий, а насколько серьезны были угрозы, которые вы получали после вот этой вашей публикации? Я имею в виду даже не там отнять гражданство, но настоящие угрозы. Но это была не самая большая травля. Это и не самая первая травля, и не самая серьезная. Она по масштабу была самая большая, да, потому что там подключились и Первый канал, и все телевидение, и там сенатор Франц Клинцевич, и депутат Милонов. Да. Это все было. Но больше угрозы, больше страшно мне было раньше, когда мы там пытались что-то делать во время инаугурации, пытались выводить людей, там на меня заводили уголовное дело. Но понимаете, когда ты выходишь из дома, открываешь дверь, у тебя на лестничной клетке стоят 2 таких здоровенных жлоба, которые тебя поджидают, да, что-то они делали там с моей дверью. Они не ожидали меня встретить, я открыл дверь, мы с ними столкнулись нос к носу, да, и вот эта вот слежка, когда тебе во двор приезжает подводная лодка. Вы знаете, что такое подводная лодка? Это такой минивэн, Мерседес в основном, напичканный аппаратурой, стоимостью там миллионы долларов, там камеры, прослушки, из него выдвигается такая штанга, на которой перископ, реальный перископ, да, почему и называется подводная
подводная лодка, на нем камера. И когда вот такая штука приезжает к тебе, чтобы слушать тебя из твоего двора через стекло, о чем ты там говоришь, там, не знаю, с женой на кухне, да, то после этого все угрозы я воспринимаю как реальные. And that pizza delivery truck has been parked across the street for 2 weeks. How long does it take to deliver a pizza? Looks like our cover's blown. Let's roll. Я-то уехал, почему? Мне позвонили, сказали, что все, сейчас тебя будут сажать. У тебя два варианта. Либо ты сваливаешь, либо ты садишься в тюрьму. Садиться в тюрьму у меня нет никакого желания. Я там уже был, мне там не понравилось. Я лучше буду на свободе ходить пиво пить в Литве в Нересе купаться, чем где-то там в тюрьме сидеть. Потом Но выйти, в родине, да? На родине, да. Потом выйти оттуда больным человеком с гепатитом и туберкулезом. Нафиг надо. Поэтому, когда такие люди говорят, я им предпочитаю верить. Вот. И когда мне позвонили, сказали, я сказал, да, ребята, я вам верю, собрал чемодан и на следующий день улетел. Дубль 2. Кемерово. Опять же, цитата. Инфантилизм, идиотия, неспособность выстроить логические связи, подавляющее большинство населения этой территории, и убили этих людей. Эта страна отлично убивает своих детей собственными руками. Ну и тут понеслось. И даже не Милонов, и не Единая Россия, и так называемые либералы, и оппозиционные редакторы, там оболваненный безмозглый мужик, как мы с этого начали, да, просто окончательно сошел с ума с Бабченко. Что тут случилось? А я не знаю, что у них случилось, мне это все равно. Мне это все равно. Я не могу понять, я-то здесь при чем. Но, друзья мои, у вас каждые божьи 2 недели у вас происходит какая-то трагедия. То самолет падает, то корабль тонет, то у вас дети сгорают, то еще что-то. Горело в России до этого, дай Боже, загорел пансионат, дом престарелых горел, да. До этого лет 10, там, наверное, назад, 60 человек сгорело. Горел пансионат психоневрологический, 30 человек сгорело. Трагедия в Хромой Лошади была там что-то лет за 7 до Кемерово, 150 человек сгорело. Теперь у вас очередная новая трагедия, у вас сгорает 60 человек. Вы выводы можете сделать? Вы какие-то выводы вообще из этого можете сделать? Не, нифига. Одни строят торговый комплекс из горючих материалов в том здании, в котором его нельзя строить, дают взятку пожарным, пожарные принимают взятку, третье, учитель приводит детей в кинозалах, там оставляет, запирает, уходит. Когда начинается возгорание, охранники вместо того, чтобы пытаться выводить людей, разбегаются. Посетители этого торгового центра начинают мародерить, грабить, выносить телевизоры. В итоге 60 погибших детей. Я здесь при чем? Ну вы дебилы, вы не можете выстроить нормальную систему обеспечения жизни безопасности. У вас на дорогах каждый год гибнет столько народу, сколько не погибло в афганской войне за все 10 лет. Я здесь при чем? Но, а где, скажите, вот видите вы логику, когда люди говорят, зачем скорбить по кемеровским детям, если в Украине детей погибло гораздо больше, и никто в России по ним не скорбит? Знаете, вот эта скорбь, вот это вот скорбление, это в России какая-то, по-моему, новая религия, понимаете? Вот плевать, ничего не меняется. Я вам зуб даю, что через 5 лет сгорит еще что-нибудь и погибнет еще 100 человек, и ничего там не изменится. Я когда спрашиваю, ребята, вам самим не смешно? Вот вы каждые 2 недели на аватарке вешаете свечку, по которой вы скорбите, и за 15 лет не меняется ничего. Ребята, вам самим уже не смешно все это вывешивать, да? Поэтому вот это вот, ну неважно, ты главное поскорби, ты скажи, как я скорблю, а дальше все пойдет своим чередом, и будут новая гибель, новые трупы, да? Вот это вот оскорбление, слушайте, я не знаю этих людей. Чтобы скорбеть, надо, наверное, как-то быть с ними знакомыми. Это совершенно незнакомые мне люди. Я понятия не имею, кто они такие. Я не обязан испытывать к ним эмпатию. Я могу поскорбеть по своим близким, по кого-то тому, кого я знаю, да? по тому, с кем я познакомился. В этом случае я вам могу сказать, ребята, вы делаете вот так и так неправильно, и именно это и это приводит к трагедии. У меня нет никакого злорадства, у меня нет никакой радости, совершенно. Но я вас не знаю. Почему вы заставляете меня посыпать голову пеплом и рвать на себе волосы, хотя у вас все равно опять ничего не испортится? Я циничный человек, я был на 5 войнах, я видел смерть. Что вы от меня сейчас хотите? Вы страна, пришедшая в другую страну, убившая там 10 тысяч человек, мне эти 10 тысяч погибших украинцев гораздо ближе, чем вы, друзья мои. Вы ваших детей в 18 лет отправляете гореть в танках в той же самой Украине. Это вам не дети, что ли? Но там вы гордитесь же ими, да? Там вы гордитесь, а тут вы требуете от меня скорби. Да идите вы к черту, у вас логические связи нарушены, вы инфантилы.
Цитата. Ваша очень интересная. Единственные моменты, когда ваши великодуховные соотечественники перестают лезть ко всем соседям по периметру со своими, блядь, флагами, медведями, балалайками, танками и градами, это те моменты, когда они, воя и ломая ногти, хоронят своих близких. Да, ничего личного, просто война. Чем больше вы хороните там, тем меньше приедет в Украину убивать. Ничего личного, просто война. Ну, у нас немножко иначе говорят в западном мире, ничего личного, просто бизнес. А вот, наверное, Ну да, надо... я в курсе, но это Конечно, все-таки не но- бизнес, это война все-таки на самом-то деле уже. Война — это бизнес. Война всегда бизнес, безусловно, вопрос для кого. А сейчас война, Ну, которая нет, ну, происходит в Украине. кто-то там делает, конечно, на этом деньги, безусловно. Кто-то делает деньги, кто-то делает имя, кто-то делает там себе карьеру, кто-то приближается ближе к телу, к Путину. Но сейчас все-таки эта история, если говорить про Россию, то эта история все-таки не про бизнес, это все-таки история про то, как страна действительно сходит с ума. Я посмотрел, что слово «Россия» вы используете реже, чем слово «Мордор» или «Третий Рейх». Это умышленно? Или так уже вот так натурально выходит? Я думаю, так выходит натурально, да. Вы фанат Толкина? Ни разу не читал даже. Но вы говорите «Мордор». Ну, кино хорошее, безусловно, очень похоже, я вам хочу сказать. Когда силы зла выходят за свой поребрик и лезут ко всем другим соседям убивать их. Очень хорошая ассоциация, мне кажется. И, к слову, из Востока. И, к слову, с Востока. Да, с да. Востока. Но получается вот такая ситуация. Опять же, цитата. «Ну вот сокровище мое» из вашего Фейсбука. «Вот сокровище мое, ты и дождался эффекта, о котором я тебе всегда говорила и предупреждала. Ты разжигаешь ненависть, а сажают других». Это после вашего репоста в Телеграме был задержан сотрудником ФСБ Дмитрий Третьяков. Вы что можете ответить? Вы, конечно, ответили и этой женщине, но для моего вопроса, опять же... Я, безусловно, чувствую ответственность за то, что этот человек сидит. Я, безусловно, буду делать все, чтобы его оттуда вытащить. И мы провели информационную кампанию, которая разошлась очень сильно, и это попало в информационное поле. Это уже здорово. Сейчас будем искать ему деньги, адвокаты уже будет оплачивать «Открытая Россия», будем пытаться его оттуда вытащить. Чувствую ли я свою ответственность? Да, безусловно, я чувствую свою ответственность. Но, друзья мои, ну не я же его посадил. Ну, не я же его посадил. Я не знаю, мне просто никакого другого примера в голову не приходит. Это примерно то же самое, как, прошу прощения за такое, конечно, сравнение, но это примерно то же самое, как упрекать Солженицына в том, что людей сажали за перепечатки самиздата, да? Но не Солженицын же их сажал, да? Но не я же сажаю этого человека. Я в своих постах всегда говорю, что, друзья мои, все. И этот режим никакими постами не сковырнуть. Уже не надо ничего никому доносить, можно уже не говорить никакую правду. Этот режим, он забронзовел. Все, переписками в Фейсбуке его не сковырнуть. Это я-то в безопасности, а вы-то нет. Не репостите вы меня, не делайте этого. Никому не надо, чтобы вы сели в тюрьму. 2 года в тюрьме совершенно лишние, они никому не нужны. Наша с вами задача не попасть в тюрьму. Наша с вами задача прожить нормальную, хорошую, свободную жизнь, умереть в 96 лет богатыми и здоровыми, пописав перед этим на могилу Путина. А совсем не попасть в тюрьму, лишиться там здоровья. Не надо, друзья мои, не подставляйте себя, будьте гораздо аккуратнее. А еще лучше бегите оттуда. Ну, не уверен, что когда вам будет 96 лет, Путин уже будет мертв, имея в виду... Но медицина сейчас хорошая. Медицина хорошая, да, и деньги у него есть. Знаете. Хорошо, но тогда в чем смысл вашей работы? В чем смысл журналистики? В чем смысл проекта «Журналистика без посредников»? В журналистике? В Просто? журналистике это моя работа, это мое дело. Дон Кихот? Нет, почему? Ну, во-первых, и деньги зарабатывать, во-первых. Во-вторых, основная, как я вижу свою сверхзадачу, это чтобы танки страны, которая была когда-то моей, убрались с чужих земель. И об этом, конечно, надо говорить, это надо делать. Но самое главное, понимаете, в чем дело? Нельзя противостоять пропаганде контрпропагандой. Не сработает. Во-первых, пропаганда на коротких и средних дистанциях выигрывает всегда. Всегда выиграет пропаганда.
А для того, чтобы бороться с пропагандой, контрпропагандой, нужно, чтобы контрпропаганда была более еще безумной, чем пропаганда. Да? Вот российское телевидение говорит, что бандеровцы, украинские фашисты, русского мальчика в трусиках прибили к рекламному щиту. Да? Для того, чтобы с этим бороться, нужно говорить, что русские фашисты в Москве съели украинского мальчика и сварили из него борщ. Это не сработает, да, это не работает. Поэтому пропаганда всегда выигрывает на коротких и средних дистанциях, но на долгих дистанциях она всегда проигрывает. И бороться с этим делом можно не контрпропагандой, а только независимой, свободной журналистикой, объективным, правдивым освещением событий. Вот тогда это срабатывает, тогда это действует. И если, я не знаю, если благодаря моим постам хотя бы там один человек в России задумался и не поехал в Украину убивать украинцев, я вообще считаю, что моя жизнь прожита не зря. А я думаю, что гораздо больше людей не поехали именно потому, что читали меня. А не имеет это противоположного эффекта? Если уже люди в России знают точно, что вы предатель Родины, что пишет предатель, значит, надо вместе. Те люди, которые знают точно, что я предатель Родины, это те же самые 86%, которые меня не читают и к которым я не обращаюсь. Меня интересуют только те люди, которые еще думают, которые еще не сожрали свой собственный мозг. Аркадий, ваш любимый стикер, я смотрел на Твиттере не раз, да, цитата: «Блядь, Бабченко снова оказался прав». Сколько же раз вы оказывались правы в последние годы? Ну, это троллинг, конечно же. Это Конечно, троллинг. да. Но я тролль жирный, я тролль знатный, я троллить люблю. Не знаю, вы знаете, мне уже стало неинтересно даже об этом писать, потому что вот когда пришли эти санкции, началось там крушение Дерипаски, черный понедельник, обрушение рынка, мне это уже было настолько неинтересно, потому что все это было понятно, на мой взгляд, еще года 4 назад. Вот я все обо всем отписался еще тогда. Сейчас писать, ну, только повторяться, уже неинтересно. Этот поезд встал на рельсы в сторону Северной Кореи, и обратного пути нет, он будет туда ехать. А все вот эти нюансы, что там ведут новые санкции, будет новое обрушение, это уже тонкости, это нюансы. Я думаю, что я прав в главном. В направлении вектора, я угадал направление вектора, которое выбрала Россия. Опять же, можно повторить одной фразой, что вы говорили: вам пиздец, но настоящий пиздец придет через лет 10, когда россияне будут кушать собачину с травой. Это розовая мечта Аркадия Бабченко? В 1991 году, прошу прощения, в великой ядерной державе, космической державе, нечем было вытирать жопу. Не было туалетной бумаги. И именно поэтому Советский Союз развалился. Я думаю, что нас ждет вторая, это уже будет третья серия. Первая серия развала империи была в 1917 году, вторая серия развала империи была в 1991. Я думаю, что нас неминуемо ждет третья серия. Если вы помните, в 1991 году реально нечего было жрать. Были талоны, не было просто еды, стояли пустые супермаркеты. Я не вижу причин, почему Владимир Владимирович Путин в этот раз страну не доведет до такого же состояния. Успехов ему. Ну и немножко из, наверное, мира фантастики, там, в этом журнале можно опубликоваться, а потом я вижу Абрамсы на Красной площади, а потом экскурсия в кавычках, по всем федеральным каналам. Но это уже фантазия. Ну, это же фантазия, конечно, безусловно. Но вы знаете, я все-таки этот вариант тоже не исключаю, в конце концов. Этот вариант я тоже не исключаю, потому что режим будет рушиться. Он просуществует, я думаю, еще долго. Я думаю, Путин будет еще долго. 6 лет это точно мы с Путиным. Ближайшие 12 лет это процентов на 95 мы с Путиным. Он мужик молодой, ему 65 лет, для своего возраста он в замечательной физической форме. Медицина, как вы правильно сказали, да, сука такая, достигла невиданных высот. Товарищ Мугабе в 92 года пошел на выборы, 40 лет отсидев у власти. Так что Путину еще лет 10-15 у власти продержаться не мешает ничего. Баррель по 70, нефть по $70 за баррель, при такой цене режим может существовать бесконечно. Но в конце концов такие режимы рушатся. Они рушатся всегда, безусловно. Как будет рушиться этот режим, сейчас не может представить никто. Может быть, он будет рушиться с малой кровью, как в 91 году, а может быть с большой. И вот если он будет рушиться с большой кровью, то я совсем не исключаю внешнее управление, и внешний управляющий, конечно, приедет туда на танках Абрамс. И если это случится, то на Тверской, на 3-м танке буду сидеть я и фотографировать все, что там происходит.
Аркадий, можете мне объяснить вот такую вещь? 2 года тому назад я летом сидел за полярным кругом в России, в Сибири, пил водку с таким казаком, который приехал на вахту работать на нефтяную платформу. И он говорил, что вся российская экономика идет в туалет. Все плохо, все плохо. Но вот Путин, вот это молодец. Он вот сделал для моего ребенка больше денег, когда он родился. Как это понимать? Ну никак не сходилось. Ну никак не может сходиться. Как это может вот так, такая шизофрения существовать? Вы знаете, мы с вами живем, конечно, в замечательное время. Я сейчас очень жалею, что я не психолог или не психиатр. Потому что будущие психиатры на этом времени будут делать себе карьеры и писать диссертации. Я не знаю, как у них в одной голове сходятся две совершенно противоположные мысли. Не знаю. Для меня это тоже загадка. Это вопрос к психологам, к психиатрам. Шизофрения. Посмотрим одну цитату из вашего интервью. Для авторитарных режимов нет лучшего решения внутренних проблем, чем какая-нибудь новая победоносная внешняя война. И первая цель здесь, конечно, Украина. Это ваши слова. Можете прокомментировать их? Пока Путин у власти, будет война всегда. Россия будет воевать всегда теперь, пока Путин у власти. Сейчас ему хватает Сирии. К тому же с новым обострением с Трампом, я думаю, для России это становится главным театром военных действий. Сейчас, я думаю, сейчас все внимание будет направлено туда, и средства массового зомбирования, они, конечно, будут из этой войны раскручивать такое противостояние России и Америки, безусловно. И даже Донбасс немножко подзабудется, я думаю, на этом фоне. Но когда это перестанет срабатывать, когда этой Сирии не будет хватать для решения внутренних проблем, да, то есть когда колбаса банально пропадет с прилавков, когда станет нечего жрать, Сирия, я думаю, уже не будет с этим справляться. И я думаю, он начнет новую войну. И, безусловно, для этого, ну, самый очевидный кандидат для этого, это, конечно же, Донбасс. Я думаю, что на Донбассе будет когда-нибудь, по срокам нельзя сказать, но я думаю, что на Донбассе все-таки будет новое обострение. Хорошо, давайте послушаем вопрос из моего виртуального помощника, наш маленький диктатор. Вот он здесь у меня на ладошке, и у него к вам вопрос, Аркадий. Аркадий Аркадьевич, что бы вы сделали, если бы оказались 1 на 1 в закрытой комнате со мной? Ой, нет, у меня желание, знаете, желание выгрызть Путину глаз или там задушить его, оно уже пропало. Я теперь пью за здоровье этого человека, я хочу, чтобы он жил долго, я хочу, чтобы он прожил 160 лет, потому что я хочу его увидеть на скамье подсудимых. Я хочу, чтобы все закончилось таки судом. Я хочу, чтобы была Гаага. Я хочу, чтобы он сидел за решеткой и оправдывался, и говорил, что что они там все говорят. Это была государственная необходимость, я не мог поступить иначе, интересы Родины требовали этого. А потом бы уехал на пожизненное в камеру. Поэтому ничего бы не сделал. Хорошо. Кажется, Аркадий, у нас с вами есть одна общая любимая книга. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. Из-за высокосных годов 3 дня лишних набавлялось. 3000? Да. 10 лет? Авторы вы уже... Я бы предположил, что это Шаламов, но по срокам не Нет, сходится. авторы вы уже говорили про этого автора сегодня. Солженицын? Да. Это «Один день Ивана «Один Денисовича». день Ивана Денисовича, И мне очень страшно нравится эта книга, и это вот окончание. И вот тогда, наверное, последний вопрос. Как вы думаете, придет когда-нибудь в наш регион? Я имею в виду регион наш, и Литву, и Украину, и, может, даже Россию. Вот такой день, ничем не омраченный, почти счастливый. Обязательно придет. Прогресс неостановим. Человечество движется в светлое будущее в любом случае. В конце концов, когда-нибудь через 10 тысяч лет мы все с вами будем субтильными инопланетянами с огромной головой и огромными глазами и говорить на одном языке. И как бы мы не демонизировали Путина, и заслуженно, но представить его рубящим голову на Красной площади, не знаю, там, Шамилю Басаеву уже невозможно, что делал Петр I всего 300 лет назад. Человечество, безусловно, движется к лучшему, и этот день, безусловно, настанет. Мы, боюсь, только не доживем. Оптимистичная нота, да? Да, конечно. Ну и в самом конце ваш кусочек правды, ваша 1 минута прямо в камеру, просто любое, что вы хотите сказать.
Мой кусочек правды, наверное, будет таков. Мне кажется, Западу очень важно понять, с чем они имеют дело и что из себя представляет сейчас Россия. Не путинский режим, а именно Россия. Потому что я вижу, что Запад уже начинает понимать, потому что лет 5 назад я приезжал на Запад, и когда говорил с людьми, начинал им рассказывать о том, что такое представляет из себя путинская Россия, я видел, что мы говорили на разных языках, люди меня не понимали. Сейчас я вижу, что понимание начинает происходить. Я вижу, что понимание приходит, и самое главное понимать, с чем мы столкнулись, с чем мы имеем дело, и из этого уже строить стратегии и сопротивления, и своей безопасности, и дальнейшего развития мира. Вот мне кажется, это самое главное. Спасибо большое. Это был Аркадий Бабченко и его кусочек правды. Спасибо. Спасибо. Аркадий, спасибо, что нас смотрели, и до встречи на следующей неделе. Пока.